В России объявлена мобилизация. Что делать работодателю, у кого есть отсрочка и как забронировать сотрудника от призыва на военную службу? Добрый день, вас приветствует компания «Советник Проф». Владимир Путин с 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Вопрос мобилизации сегодня касается всех и каждого. Бизнес тревожит кадровые вопросы, ведь в числе призывников может оказаться любой из сотрудников компании. К сожалению, пока вопросов больше, чем ответов. Попробуем разобраться в некоторых из них. Что делать работодателю? В период мобилизации работодатель должен осуществлять общие обязанности: вести текущий воинский учет, обеспечивать проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, создавать мобилизационные органы и назначить ответственного за мобилизацию. При этом закон обязывает работодателю оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе. На плечи работодателя ложится оповещение работника о призыве на военную службу. Работнику нужно вручить повестку из военкомата под роспись. В противном случае работодателю грозит штраф. Из военкомата в компанию может поступить не только повестка для передачи работнику, но и письмо-запрос по работникам, которым надлежит явиться на медкомиссию. Если пришло такое письмо-запрос, то работодатель обязан передать в военкомат список сотрудников, которые подходят под запрос военкомата, а также уведомить работников из списка о необходимости явиться в военкомат. Кого призовут первым? Закон о воинской обязанности и военной службе разделяет всех граждан, находящихся в запасе, на 3 разряда, которые призывают по очередности. В первую очередь солдаты, сержанты, матросы, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 55 лет, полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет. Помимо установленной очередности, министром обороны Сергеем Шойгу было объявлено, что в первую очередь будут подлежать мобилизации те, кто служил, кто имеет боевой опыт и определенные военные учетные специальности. У кого есть отсрочка? Категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, определены в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. В указанные категории входят граждане, которые получили бронь от призыва на работе. Как забронировать сотрудника от призыва? В первую очередь бронь касается сотрудников сферы IT, связи, СМИ и финансов. Перечень данных отраслей накануне представило Министерство обороны, прокомментировав, что сотрудников с данных сфер не станут призывать в рамках частичной мобилизации. Основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации станут списки, представленные работодателем в Генштаб. Забронировать можно не только сотрудника из указанного списка, ведь закон разрешает работодателям бронировать граждан, которые обеспечивают бесперебойную работу организации. Сегодня тема мобилизации стоит очень остро, информация обновляется ежедневно. Следите за новостями на нашем канале, за разъяснениями обращайтесь к экспертам компании «Советник Проф».